Приветствую всех на канале. Вот такая Kia K5 к нам, вернее Kia Optima гибридная к нам приехала. И автомобиль не запускается. По диагностике все блоки жалуются на то, что она не видит блок инвертора. Инвертор стоит здесь. И первоначально не планировалось снимать. Обычная заурядная ситуация. Не работающий инвертор, там мало ли что еще. Ну, в общем, почему решил снять? Потому что мы вскрыли инвертор и сейчас покажу, что там увидели. Несколько слов. Проверили осциллограмму. CAN у нас на блок идет, но блок у нас не отвечает. Мы его сняли, разобрали, и вот что мы увидели. Вот он, собственно говоря, наш инвертор. Вскрыли его, и что же мы такого тут увидели? Начали прозванивать CAN. Вот у нас два трансивера идет. Начали прозванивать, минус есть. Начали прозванивать плюс, а у нас с плюсом какая-то проблема. И потом, когда мы открутили, увидели вот такое вот. Здесь что-то коротнуло, взорвалась плата. Вскрылись дорожки, здесь компоненты повыгорали. Непонятно, что еще там было. И вот здесь такой пробой. Казалось бы, что может быть, откуда мог здесь взяться пробой, если это все закрыто. Но, тем не менее, вот такая вот ерунда. При этом машина до этого работала, и владелец автомобиля сидел в ней, грелся, пока проходил процедуру сертификации автомобиля со Штатов. И в какой-то момент автомобиль заглох. Начали разбираться, из-за чего же это могло быть, и увидели вот на этом разъеме вот такую вот штучку. Штучка, похожая на какую-то то ли гусеницу, то ли червячка поджаренного, то ли еще что-то. И он лежал вот прямо здесь. И очень похоже, что этот червячок захотел переползти с одного контакта на другой и пробил вот такую вот дугу. Сейчас хочу посмотреть через микроскоп, что это. И будет какое-то новая причина выхода автомобиля из строя. Червячки в автомобиле. Так, а вот что у нас там лежит. Какой-то чужой. Вот это вот что-то туда попало. И вот она здесь пустотелая. Вот это вот нечто ужасное и остановило машину. Не знаю, будет ли оно видно или нет через камеру. Вот такой вот монстрик попал между шинами высоковольтными и пробил. И под определенным ракурсом видно, что внутри он сейчас уже пустотелый. Сейчас попробую. Там видно, что хвост. Хитиновая оболочка пустая. Да, вон пустота. То есть из-за того, что маленькое расстояние было, это жучок залез туда и коротнул шины, и вследствие чего и привело к такой беде. Вот такая вот беда произошла. Вроде как все целое было, но внезапно стало поломанным. Непонятно, как это существо сюда могло попасть. Вроде все герметично, влаги нету, но тем не менее имеем, что имеем. Вот такая вот беда-бедулька. Поэтому берегите свой автомобиль от насекомых.